Итак, на что способна одна солнечная панель? Способна она ли запускать какой-то электроинструмент и какой? Сейчас буду в этом видео проверять, но вступительно скажу вам, мощность ее 450 Вт, когда это максимальная ее мощность, когда солнце слепит хорошенечко, значит 56 вольт она максимум выдает и 15,5 ампер. На всякий случай скажу, такую можно приобрести за 100-110 евро. Это я брал поштучно. Вот. Вот так вот я ее прикрепил. Соединил тут провода. 2,5 не рекомендую так и делать. Надо сюда использовать четверку либо шестерку. Мы можем видеть, солнышко у нас хорошо светит. В общем, сейчас будем проверять. И еще скажу, что можно такую солнечную панель купить в принципе за 80 евро. Это если брать ее не поштучно, а 6 штук сразу. Вот. Но я нашел, где можно поштучно, поэтому меня такой вариант устроил. Ну что, будем тестить. Итак, поехали. Два аккумулятора. Заряжаются они, значит, параллельно подключены. Инвертор у меня на 12 вольт, вы можете видеть, у меня еще один тут такой лежит рядом. Причем я проверял такую штуку, что два инвертора одной фирмы могут по-разному в защиту уходить. Вот, но об этом позже. Просто сразу хотел предупредить. Вот модель, на всякий случай, если кого интересует. От 1500 до 3500 гривен. Сюда контроллер идет от солнечной панели. А это у нас инвертор сам, собственно, идет. Ну и крокодилами параллельно подключил два таких вот аккумулятора на 62 ампер-часа. 500 пускового тока. Итак, запускаем инвертор. 14,6 вольт. Значит так, у меня подключен перфоратор, болгарка и вот такая вот дрель. Смотрим. Дрель вот сейчас запускать буду. Вот, сразу увидите. Нагрузка, да? Так, ну, дрель у меня это 900 ватт. Ничего вроде удивительного, да, инвертор типа на 2600. Но по факту 500 постоянного можно использовать ватт. Но я не рекомендую, 350 это максимум. Это вот часами, сутками вот, у меня он не выключается. Вот, там где стоит в курятник и прочим. В общем, на брудеры, на инкубаторы, ну, чтобы было бесплатное электричество. Берем перфоратор. Значит, 1700 ватт. Представьте себе. И поехали, вот. Вот. Как видим. Этот инвертор это не чистый синус. Вот, поэтому ему вообще, в принципе, не положено запускать вот так вот всякое такое мощное оборудование, где насосу нужна резкая подача, да, там на болгарку ту же, на холодильник. Вот смотрите, болгарка не будет запускаться, она будет в защиту сейчас уходить, ну, инвертор. Смотрите. Однако это не значит, что он не потянет это. Смотрите, я сейчас выключаю инвертор, зажимаю вот так. Вот я зажал, все, я включил. Сейчас включаю вот инвертор. Блин. Также можно и холодильники запускать. Но я так делать не рекомендую. Я просто показываю, на что они способны. Провода, ничего не греется, все, то есть функционирует нормально.
Потому что вот ребята рассказывают, что да, он не запустит даже, блин, дрель какую-то там. Да я вот в своих видео показывал, кстати, кому интересно, там у меня есть на канале схема, как это все подключается, вот, чтобы это все работало. Ну, а если что, я расскажу в 2 словах. Вот это от контроллера провода, это от инвертора. Между ними просто крокодилы висят. Я сейчас вам покажу сам контроллер и что и как там функционирует. А вот контроллер у меня, собственно. 3 ампера сейчас идет на заряд. Кто-то говорил, что вот 52 вольта нельзя давать на заряд аккумулятора. На заряд аккумулятора идет 14,7, максимум 14,8 здесь будет. А это, в общем, мощность, ну, вольтаж самой солнечной панели. И вот мы переключаем и видим, сколько сейчас ампер идет на заряд аккумуляторов. Вот я сейчас вынес дрель, сейчас вы увидите, которая подключена к инвертору. Сейчас инвертор не запустил. Так, ну вот, я инвертор запустил. Сейчас запускаю дрель. И смотрите, как амперы пойдут вверх. И если будет требоваться много, ну, шаровой энергии, то есть то, что в аккумуляторы не помещается, ну, просто еще от аккумулятора идет мощность, они у меня полностью заряжены, как видите. Если будет больше разряда, то здесь амперов до 15,2 или 15,5 будет ампер выдавать. То есть на заряд идет 2,8, оно само снижает этот ампераж. Оно само снижает, когда аккумуляторы заряжены, и потом уходит до нуля и перестает заряжать аккумулятор. Я специально паузу нажал. Вы видите, ампераж снижается, значит заряд вот с 14,8. Оно дойдет и все. Контроллер. Вот все его показатели. Вы можете видеть. 2 USB входа. Вне зависимости два USB входа, и вне зависимости включен, не включен, будет и тут подаваться энергия на заряд, и, собственно говоря, будет заряжаться все равно аккумулятор. Это для того, чтобы вы могли все мониторить, что тут вообще происходит. Простенький такой, можно купить его от 400 гривен до 1000 с чем-то, ну, в зависимости все от магазинов. Вот, я доволен. У меня стоят 2 вот таких предварительных автомата защиты, вот, которые идут на солнечную панель и на аккумуляторы. Здесь нарисовано, что куда подключать. У меня на канале уже есть видео, где как, что делать, я уже разбирал, показывал уже в самых подробностях. Единственное, что я все-таки в этом видео скажу на всякий случай, потому что мало ли, потом, чтобы не говорили, что я не говорил. Если вы подключаете постоянно панель и аккумулятор, вы играетесь с этим, значит, смотрите. Сначала подключаем аккумулятор, потом подключаем панель. Не наоборот. Если вы подключите сначала солнечную панель, вы сразу спалите этот аппарат. Вот. Там вылетит транзистор или предохранитель. Сначала мы, даже вот тут вот я выключаю сначала солнечные панели. Солнечную панель, извиняюсь, я выключаю вот. Все, амперы снизились. На заднем фоне у меня храпит лабрадорчик, так что извиняюсь заранее. И можно выключать вот так вот аккумуляторы. Вот я включаю, вначале пишется вот 40 ампер, чтобы вас никто не обманул. И тут написано. Ну, тут написать что угодно можно, а вот здесь надо, чтобы было явно мониторилось, что тут 40 ампер. Вот, здесь все показатели, что как, можно даже на 24 вольта. Но я на 12 эксплуатировал, поэтому не знаю, кому что. Ну, инвертор предназначен на максимум 15 вольт. 24 нельзя сюда подключать, вот он 12-вольтовый. Друзья, я сейчас вам покажу еще другую, как бы, солнечную панель, еще дешевле. И сейчас вам что-то расскажу. Значит, вот у нас еще есть на 280 ватт панель 10,5 ампер и 44, то или 46 вольт это максимум. Вот. Ну, в чем вся вообще вот эта забава одной солнечной панели? Ну, дело все в том, что у вас всегда будут заряжены аккумуляторы, и вы всегда сможете использовать бесплатную энергию. Первый шаг к независимости.
Я вам так скажу, что я доволен всем. Я даже записывал видео, сколько я могу реально за день насобирать киловатт с одной солнечной панели. И это вообще вот погода просто улетная для солнечных панелей. Зимой согласен, когда хмурая погода, солнца вообще нет, солнечная панель своего потенциала максимум выдает на 10-15%. Но я так скажу, у вас всегда будут заряжены аккумуляторы, а при этом у вас всегда будут заряжены ноутбуки, телефоны, гаджеты. То есть очень нереально сложно эти аккумуляторы разрядить, если вы такую вот, ну, подобную всякую мелочь заряжаете, там ноуты, телефоны. Это вам вообще даже на балконе вот такую панель поставить. Ее можно приобрести поштучно от 50 евро. А если покупать тоже там 6 штук, это в отдельном каком-то сайте, не помню, по 35 евро дают это 6 штук. Даже кто-то себе взял 6 штук, ему нужна была одна, и он просто их попродавал и на этом заработал, как бы. Друзья, подписывайтесь ко мне на канал, у меня очень много полезной информации. Спасибо за просмотр, поставьте этому видео лайк, я очень старался.